И сейчас мы подошли, наверное, к Да. одной из самых известных картин Эдварда Мунка, которая входит в его цикл «Фриз жизни», где мы сейчас находимся. Да, Танец жизни. это танец жизни, где мы с вами видим героев. И мы можем с вами сделать сейчас акцент на 3 персонажах. Это девушка в белом, девушка в красном и девушка в черном. Девушка в белом – это барышня, которая собирает цветы, которая как невинный бутон, еще не знает, какие страсти ожидают Что ее её в будущем. Девушка в красном – это женщина, которая в данный момент испытывает любовь, испытывает страсть. И красный цвет есть цвет страсти, переживаний, любовных. И она еще не знает, что этот танец может закончиться жуткой болью. И женщина справа является символом этих глубоких переживаний, опустошения и трагедии, которая так часто была спутником Мунка. Очертания Мунка прослеживаются полностью, и понятно, что центральная фигура – это он, то есть именно Да. он в танце. А Мунк, он не писал женщин просто так, он писал женщин, которые были в его жизни. Снова рыжие волосы, Да. что все-таки это Тула Ларсон. Ларсон. Но, что интересно, вот это Милли Таулов, его первая возлюбленная. И Милли Таулов, так как она была в самом начале его пути, он и показывает ее такой невинной, но танцует он в итоге с Тулой Ларсон. Но в итоге мы только что рассказали нашим зрителям, чем это все закончилось, выстрелом, тем, что Мунк потерял палец. Он даже ее всю жизнь потом, после, называл не по имени, а говорил «та женщина». Легендарная работа «Крик» Эдварда Мунка, которая стала безумно популярна. Вообще в мире. Последние несколько десятилетий ее используют в масс-культуре. Абсолютно везде. Фильмы, Фильм книги, «Очень скетчи, страшное крик. кино». И даже те, кто не знает, кто такой Мунк, что такое экспрессионизм, знают эту работу. О чем говорит в Инстаграме уже даже смайлик появился крик, ты понимаешь? Это говорит о том, что эта работа не имеет времени, что она уже идет Она из 19 очень актуальна, века, конечно. И она перешла уже в 21 век. Абсолютно. И в Симпсоны есть. Очень интересный момент, как эта работа была написана. Многие считают, что все действие происходит на мосту. Но по-настоящему это не мост, это набережная. Да. Это безумно красивый вид, который вы сейчас можете посмотреть, если приедете в Осло. Набережная Христиане. Да, Прекрасный. раньше Осло называлось, этот город назывался Христианией. До 1925 года. И как раз здесь он еще по христиане ходит. По Христиании доходит. Прекрасно. Безумно красивый вид на фьорд. Рядом была скотобойня и были животные, которых ведут на смерть. А также рядом располагалась больница для душевнобольных, где Где как лежала раз лежала его его младшая сестра. Да, Лаура. И говорили, что звук То есть что, в принципе, кричащих животных, кричащих людей смешивался, и получалась такая очень зловещая атмосфера. Это первая работа Мунка «Крик». Всего он создал 6 таких полотен, и это пастельная версия, и именно ее привезли к нам в Третьяковскую галерею. То есть эта работа появилась даже раньше, чем его графическая литография, которая находится вот в том зале. В своем дневнике, который Мунк начал вести после смерти своей сестры Софии, он начал все записывать, он писал такие строки. Он писал: «Я шел по дороге с 2 товарищами. Солнце садилось. Небо вдруг стало кроваво-красным. Я почувствовал взрыв меланхолии, грузящей болью под сердцем. Смертельно уставший, я прислонился к забору. Над сине-черным городом и фьордом лежали кровь и языки пламени. Мои друзья продолжали идти, а я остановился, трепеща от страха. Я услышал бесконечный крик, пронзающий природу». Что интересно, по поводу красного неба, это тоже не его выдумка. За 10 лет до этого события произошло извержение вулкана. Юра выговаривает его. Кракатау, который находится в Индонезии, да. То есть тут вот такой тоже момент, как это все сводит. Природное явление, Да. из-за которого в течение 10 лет закат. были такие кроваво-красные закаты, которые наблюдали современники Мунка. Сначала он назвал это произведение «Отчаяние». Крик отчаяния.
крик И отчаяния. в этом весь Мунк. У арт-патруля, у меня, у Ромы, у нашей команды появились офигенные бомберы арт-патруль, роскошные. Сейчас появится еще много другой продукции. Спасибо за это магазину, производству Art and Flash и Милли, которая создала эти бомберы для нас. Совсем скоро эта линейка поступит в продажу. Я буду их разыгрывать для вас. Мы сделаем джинсовки с вышивкой. Будет много разного мерча. А пока подписывайтесь на Art and Flash обязательно и заказывайте у них много разной одежды, любого направления, вкуса, ткани и размеров. И все так или иначе связано с современным искусством. Это круто. Спасибо, Art Flash и Милли. И Мунку. Друзья, ну именно эта работа показывает, что в принципе Мунк был нормальным человеком и мужиком. Он, когда он уехал в Париж, в какой-то момент его стало это все очень тяготить, он сам об этом писал. Образование, знакомство с новыми людьми, давление на него со стороны критиков. И Мунк уезжает куда? В Ниццу. Куда бы я уехал? Мой комментарий. Не все нормальные мужики играют в казино, и мне кажется, что это вообще не показатель нормальности. Поэтому, Юра, мы с тобой потом поговорим о том, да, буду воспитывать тебя и приводить к истинным ценностям. А тема Достоевского очень сильно ярко проявилась в творчестве Мунка. Последняя книжка, которую он прочитал, это была работа «Бесы». У него были все книги. Говорят, что он умер с ней в руке. Да ты что? Да, что у него, Страсти какие. Что у него на предкроватном столике был томик «Бесы». Открытый на странице 247. Ну это вот, да, подчеркнутая определенно. В общем, тема игры его очень сильно беспокоила, и он решил попробовать, как это. Поехал в Ниццу и спустил целое состояние. Да, но почему я говорю как нормальный мужик, потому что Мунк сам писал об этом, что он относится к этому нормально и всего лишь как моментальному развлечению и моментальному, вот, знаешь, расслаблению и открещению от всего и вся. То есть он говорил, что он никогда не был азартным. Да, он проиграл определенные деньги, но он поехал, чтобы их проиграть. А это очень важно, кстати. Поверь, ребята поймут, о чем я говорю. Искусство, оно должно нести, транслировать опыт прошлых поколений и давать нам определенные уроки. Ты урок понял, Мунка? Не связываться с рыжими, невменяемыми женщинами и не играть в карты. Это ненормальный мужчина. Да. Я все время буду тебе это говорить. Не делай как Мунка. Вообще, если рассматривать его живопись с точки зрения техники, это невероятное удовольствие. Эти широкие, тягучие мазки, которые живут своей жизнью, они такие динамичные. Как чудесно, что у нас есть эта выставка, и можно посмотреть на его работы вживую, потому что ни одна репродукция не передаст этого. Согласен. Один фон Бек. В музее Мунка в Осло, откуда, кстати, и приехала вся выставка, по которой мы сейчас с тобой ходим, хранится более 300 фотографий, сделанных Мунком. Сюда приехало только 14. И в основе своей это именно автопортреты. Автопортрет, то есть так же, как он писал себя в живописи, начал себя фотографировать. То есть это своего рода селфи. Но что интересно, что несмотря на то, что он любил фотоаппарат, он всегда говорил, что фотоаппарат не может конкурировать с кистью, красками и палитрой. Потому что фотоаппаратом нельзя пользоваться на небесах. Своеобразный был парень, да? Ему бы, наверное, сейчас было очень непросто. Да. И этот человек, Но его который... искусство было бы очень сильно востребовано уже начиная с самого первого периода, потому что сейчас у нас люди гораздо легче и отзывчивее реагируют на такие боль, сюжеты, на боль, на страдания. Да. Мунк сделал в искусстве то же самое, что Достоевский в литературе. Он вывернул наизнанку человеческую душу и показал всю боль. Здесь вы видите справа на картине работу «Кроткая» с одноименным названием повести Достоевского. Да, которая, говорят, была любимая повесть
из всего творчества Достоевского Мунка. Да. Смотри, здесь Мунк уже дедушка, причем, кстати, вполне адекватный. Эту работу Да. он написал уже буквально за год до своей смерти. Это последний его автопортрет. И мы сейчас посмотрим, какие метаморфозы произошли с Мунком, когда он дошел до состояния, что он просто начинает тонуть в депрессии и нуждается в медицинской помощи, ложится в психиатрическую больницу. Где И это как раз вот доктор это, Якобсон да, его помогает. Давайте пойдемте безумие. посмотрим эту историю. Я считаю, надо отдать должное Третьяковской галерее и этой выставке, во-первых, за работы, которые сюда приехали из музея Мунка в Осло, а во-вторых, вот об этом расположении. Вот это очень интересная часть, согласись, когда Да. ты не можешь подобраться Разные к этим уровни, разные уровни, ты не можешь подобраться к портретам, между вами пространство. дистанция такая. Да, но здесь как раз вот прям по порядочку просто расположены портреты в полный рост людей, которые играли на разных этапах его жизни важную роль. На Да, разных этапах. и очень важный персонаж, которого мы должны знать, это Даниэль Якобсон. Это его лечащий врач. Док. Так случилось, что после этой истории с Тувой Ларсом и с этим пальцем отстрелянным Мунку стало очень тяжело. Он впал в депрессию, его начали мучить пальцем ему тяжело стало, галлюцинации, и он понимает, что ему нужно лечиться. И он отправляется в психиатрическую клинику, проводит там 8 месяцев. Ему делают по последним тенденциям медицины различные процедуры, лечат его электричеством и прочие ужасы с ним происходят. Но удивительно, он начинает исцеляться. А доктор дал ему совет держать себя в руках, не пить на людях. Ну что, я предлагаю поднять эту рюмку, почти уже единственный, вообще за то, что мы собрались в этом прекрасном месте и за то, что этот проект удался. Даются, понял, понимаешь, да? Продолжай. И он в какой-то момент обретает внутреннее спокойствие. И весь этот зал, он посвящен его позднему творчеству. И вы увидите, что из его картин этого периода уходит черный цвет. Его живопись изменилась, она стала какая-то добрая, она стала выражать какие-то приятные эмоции. Ему доктор запретил пить, курить, любить женщин. И ты посмотри, и он стал счастливым. да, его жизнь наконец-то стала выравниваться. Да. Очень интересно опять провести параллель с Ван Гогом. У Ван Гога случился срыв нервный после того, как ему отрезал Гоген часть уха. А потом, чтобы вся вина не пала на Гогена, и у него не было потом проблем с полицией, Ван Гог взял как бы вину на себя и сделал инсценировку, что это он сам себе ухо отрезал. Вы отрезали себе ухо. Ваше видение мира довольно пугающее, верно? Тут такая же история. Какое-то вот физическое увечье спровоцировало вот этот психологический кризис у художника. И он так же, как Ван Гог, ложится в лечебницу. У Ван Гога был доктор Гаше, который смог вытащить его из депрессии, когда он жил в Овере. А у Мунка был свой доктор Гаше, доктор Якобсон. Это потрясающие вот эти параллели, которые мы можем считывать в творчестве Ван Гога и Мунка, тех художников, которые были даже не знакомы, но являлись прародителями экспрессионизма. В общем, вывод: каждому нужен свой доктор. Интересно, ты заметила, что в полотнах, где он изображает любимую Норвегию, а он говорил, что это любимая страна, он был патриотом своей страны, у него получается передавать вот эту вот таинственность в каждом пейзаже, вот это вот какое-то очертание вот этих блеклых, таких приятных сиреневатых тонов. Всегда образ Норвегии, он какой, то есть я реально захотел Норвегию вот после этой выставки, после нашей с тобой проходки. У меня есть мечта такая очень давно посмотреть на эти роскошные фьорды вживую. Магические какие-то Да. пейзажи. Посмотри, как интересно, он здесь показал дым и вот эти деревья вот этими вот круглыми линиями. Это что? Это такое, это как символизм можно рассматривать? Или... Ну, это же один период, 1900 год.
это как раз то время, когда и символизм набирает силу. И его, кстати, причисляли к символизму в том числе. Конечно. Как экспрессионист. Важный момент, который я очень часто говорю всем своим ученикам. Все эти стили и направления придумали искусствоведы, чтобы описывать историю искусства. Художники всегда против всех этих классификаций. Мунк страдал, и его быстро отправили на полочку экспрессионизм. Я думаю, что он был бы против всего этого, потому что его боль, его эмоции сразу же какие-то рамки. Нет, да? просто когда твою жизнь в какие-то рамки определяют, это художников раздражает. Слушай, вот за нами такое яркое солнце. И знаешь, хочется верить, что все-таки у Мунка получилось к концу своей тяжелой и интересной жизни обрести вот это вот солнце. Вот Равновесие, гармонию, Да. покой. Да, для меня его персона – это яркое проявление силы духа. абсолютно Очень согласен часто с в тобой. нашей жизни бывает так наоборот. Сначала взлет, потом падение. А здесь мы наблюдаем другую тенденцию. Сначала невероятная депрессия, боль, страдания, а потом подключается сила воли, жажда жизни, и человек меняется и приходит к свету. Это такое мужественное преодоление страданий и выход к добру, к чему-то такому светлому, прекрасному. И его история для многих людей Она должна может быть да, просто мотивацией. такой Да. мотивацией. Да. Если вам плохо, и вы не видите выхода, посмотрите на раннего Мунка, а потом закрепите результат Мунком поздним, и вы поймете, что в этой жизни возможно все. Несмотря на то, что в его семье все очень, к сожалению, рано уходили из жизни, сам Мунк прожил до 80 лет. Хотя, как мы уже говорили ранее, у него было плохое здоровье, он Да. был слабым. Он все время верил, что его смерть вот-вот его настигнет. И так он дошел Да, до глубокой практически старости. целого века. Друзья, мы очень надеемся, что вам понравилось это приключение. Я тоже надеюсь. Мне понравилось. Мне было Настя. тоже классно. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Глаза двух земных полушарий. Ребята, спасибо, что были с нами в этом интересном приключении. И сейчас мы вам сделаем подарок, возможность выиграть каталог с этой выставки. Роскошный каталог Эдвард Мунк, огромная книга. Я бы себе сам бы этот подарок сделал, было бы их 2. Вот. Что зрители, Настя, должны сделать? Вам в комментариях нужно написать, как бы вы назвали фильм, посвященный Эдварду Мунку. Напишите название. Да, то есть напишите какое-то одно слово или 2, или может быть это будет целое предложение, да, Да. что-то, какое-то рассуждение. Самое интересное Название, название да. после просмотра нашего выпуска фильма об Эдварде Мунке мы выберем и Подарим этот каталог. Любите искусство, друзья, и будьте счастливы. И обязательно следите, также мы разыграем несколько билетов на эту выставку в наших с Настей Инстаграмах, да. Спасибо за это приключение еще раз тебе, Настюш. Спасибо, Юра. Третьяковской галереи. Всем вам и самое главное Эдварду Мунку. Ему тоже большое спасибо.